Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Проведем небольшой обзор состояния и наличия рыбок на разводне. Но начнем мы сегодня с наших малечков. Посмотрим на мальков. Ну что, вот в этом нерестовике у нас развиваются мальки данио красных. Там есть несколько гупиков еще, но в основном данио красные. Короче, этим рыбкам где-то 15 дней, как они начали плавать, но они такие достаточно уже хорошо развитые. Едят артемию в основном, но я им понемножку еще и даю перемеренную сушку, чтобы они уже привыкали и к сухому корму. В этом у нас нерестовике подростки разного цвета тернеция. Был такой небольшой нерест. И вот такие рыбки у нас получились. Желтые, даже синих несколько штучек есть. Фиолетовые. Вот они здесь развиваются. Этим рыбкам примерно месяц, но еще нету. Ну, 3,5 недели точно есть. В соседнем у нас, смотрите, такое количество анциструсов маленьких. Это те анциструсы, которые у нас в одном из видео я показывал, нерестился черный самец и черная самочка. Вот я их оставил всех, с икры они все благополучно вышли и развиваются. Я их где-то на 12-й день, как они вылупились, они уже начали превращаться в малька, я их пересадил сюда, в этот нерестовик, кормлю их артемией и даю сухой корм, гранулы, которыми я кормлю всех остальных рыбок. Они с удовольствием их едят и достаточно хорошо растут. Пока падежа не было, все нормально. Фильтр работает, у них тут справляется, водичка подменивается. Подмениваю раз где-то в 2 дня, сливаю процентов 20, даю свежей. И фильтр промываю раз в 3 дня. И все у них здесь хорошо. В соседнем у нас подростки гуппи. Все, которые у меня есть малыши, я их сбрасываю в один нерестовик, и они здесь растут. Не забываю показать меченосцев. Тоже здесь количество уменьшилось. Но все-таки есть, чувствуют себя нормально. Гупики чувствуют себя нормально. Данио тоже неплохо. На втором ярусе у нас тернеция. Тоже потихоньку продаются. Десяток был продан с этого аквариума на этой неделе. Значит, здесь разнообразный микс. Гуппи, тернеция. Чувствуют себя хорошо. Так, неон ждет вечернюю трапезу. Рыбки достаточно крупные. Что-то крупные не особо покупаются. Вот средние покупаются более-менее, а крупные не очень. Но чувствуют себя хорошо. Так, в соседнем уже, как вы знаете, здесь у меня коридорас и штерба. Венесуэла оранжи производители. Немного неона производ голубого. Здесь молодой неон находится и такая нормальная стайка гуппи. Самцы уже начинают, у них у самцов начинают раскрываться хвосты уже. Тоже отсюда 5 пар продал я. Анциструсы задумчивые на дне и коридоросы. Вот в этом углу самец анциструса танцует. Возможно, будет какие-то
мероприятие с самкой проводить. Потому что самочка вот сидит, вот такая она толстая. И та, которая на дальней стеночке, тоже толстенькая. Возможно, что-то они замутят. Хотя вчера самец вот он приближается сюда к самочке. В том углу, вот где самка сидит, чистил угол, загонял туда самочку. Думал, что этой ночью что-то у них произойдет. Но ничего пока нет. Пока еще он гуляет, скажем так. Вот в соседнем аквариуме анциструс шлифует коряшку. И сверху, и снизу, и вверх ногами. И по-всякому крутится. Ну, нравится им виноградная лоза. Смотри, какой красавчик. Такой огромный. Здесь самец потихоньку, смотрите, гоняет самок. И в свой угол раз и забежал. Коридорасы Венесуэла Оранж. 10 сомиков тоже на этой неделе ушли к новым владельцам. Ну и здесь также производ Тернеции и Данио. Ну, здесь я уже неоднократно показывал. Такое Данио количество нормальное. Хочу все их пересадить, до времени не хватает в больший объем. Но им здесь и так нормально. Еды хватает. Растут хорошо. Тоже реализуются потихоньку. Так, здесь подростки анциструсы. Кстати, отсюда тоже некоторое количество рыбки продалось. Но все же еще там, по-моему, 7 или 8 штучек таких есть. Хорошенькие, черные такие. Красивый цвет. В соседнем у нас коридорасы крапчатые. Чувствуют себя хорошо. Вот тоже анциструсы, которые вместе проживают с венесуэльцами, тоже шлифуют свою коряшку. Хочу сказать, вот анциструсы молодые, тоже у них не было коряги, а я им буквально сегодня положил с утра. Вот они ее тоже обрабатывают. Кстати, вот эта целлюлоза там или какой-то там слой, который на ней есть, и они его обгрызают, скажем так, да, помогает им в пищеварении. То есть рыбка, когда обгладывает коряшку, эти вещества все помогают ей в пищеварении. В очередной раз отсажены на нерест красные неоны. Ну, не знаю, что у них получится. Чистый осмос залитый. С утра их посадил. Посмотрим, что будет завтра на утро. Или послезавтра. Не знаю, когда они отнерестятся. Если у них это мероприятие состоится. Красивая рыбка. Получается у меня ее разводить, ну как-то икры очень мало. Там, ну 10 икринок там, ну такое. Так, в этом у нас аквариуме толпа тернеции. Значит, кстати, с этого аквариума продалось 50 рыбок. Оптом у меня забрали их, но все равно их количество особо не уменьшилось. Ну, на первый взгляд. По количеству-то уменьшилось, а как смотришь, так вроде бы как такое же количество и осталось. Но чувствует себя рыбка хорошо. Так, друзья, еще немного поработали. Вот такие красивые рыбки. Значит, Данио 3 цветов. 15 штук.
неончики голубые, 12 штучек. Вот такая тернеция, достаточно крупная, 15 рыбок, ну, плюс бонус 18. И 3 сомика анциструса, вон там они на дне где-то прячутся, уезжают в новый аквариум, 300-литровый. На улице уже темнеет, видите? А вон анцитрусы 2 сидят. Наверх залезли и сидят, думают о смысле жизни. Вот самочка, смотрите, какая толстая. Такой прямо у нее живот видно, что толстый. А самец вон ту гоняет, а эту зазывает к себе. Ну, здесь у нас вверху мальки подрастают уже, более-менее начали хорошо расти, набирают окрас и вес. Вернее, не вес, а размер. А здесь красавчики уже все. Нормальный размерчик, все. Даже можно будет пробовать скоро их не растить. Надо только их менять. Например, самок отсюда взять, самцов другого какого-то аквариума, чтобы не было перемешивания крови. Вернее, чтобы было перемешивание крови. Чтобы не всех с одного помета не растить. Все, друзья. Всем пока. До встречи в следующих роликах.